Курт Воннегут. Американский писатель-сатирик, репортер, редактор. Считается одним из наиболее значительных американских писателей XX века. Люди, пожалуйста, замечайте, когда вы счастливы. Тогда Бог даст, когда ты сам о себе побеспокоишься. Нельзя стоять одной ногой в действительности, а другой в мечтах. Иначе для судьбы будет слишком велик соблазн разорвать вас пополам, прежде чем вы решите, какой путь вам избрать. Каждый раз стоит в нашей стране появиться хоть чему-то по-настоящему достойному, как его обязательно разорвут в клочья и швырнут толпе. Над чем бы ученые ни работали, у них всегда получается оружие. Более защищенного от обид человека свет не видал. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался. Каждый человек может взять тайм-аут, но ни один человек не может сказать, насколько этот тайм-аут затянется. Мы таковы, какими себя воображаем. Как это приятно, ничего не чувствовать и все же считаться живым. И хотя люди глупые и жестоки, смотрите, какой прекрасный нынче день. Люди умнеют, как слоны, которые в минуту опасности говорят: «Эге, мы в опасности, но все будет путем, только надо весу поднабрать, фунтов 200, 300, или как жирафы. Жизнь дерьмо, но все наладится, если только у нас шеи еще чуток вырастут». Наука – это колдовство, которое действует. Если ты хоть немного научишься что-то делать, ты уже будешь одноглазым в царстве слепых. Шаг назад после неверно сделанного шага вперед является шагом в правильном направлении. Каждый, кто вступает в соревнование с рабом, сам раб. Если ученый не умеет популярно объяснить 8-летнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан. Люди в большинстве совсем не понимают, что они не только жертвы безжалостной судьбы, но и самые жестокие орудия этой безжалостной судьбы. Мы появляемся на свет для того, чтобы помочь друг другу пережить эту самую жизнь, в чем бы там ни был ее смысл. Говорят, что когда человек стареет, у него первым делом слабеют ноги или садится зрение. Это неправда. Первым делом напрочь теряется навык параллельной парковки. Зрелость – это способность осознавать предел своих возможностей. Зрелость – это горькое разочарование, и ничем его не излечить, если только смех не считать лекарством от всего на свете. Зрелость – это переход от ожидания внешней поддержки к обретению внутренней.
История – это просто список сюрпризов. Она может научить нас только одному – готовиться к очередному сюрпризу. Если бы в твоей голове заменить мозги на динамит в пропорции 1:1, то тебе бы даже шляпу не сорвало таким взрывом. Если вы всерьез хотите разочаровать родителей, а к гомосексуализму душа не лежит, идите в искусство. Жизнь нужно прожить так, чтобы было стыдно рассказать, но чертовски приятно вспомнить. Порой мне кажется, что создавать думающую и чувствующую материю было большой ошибкой. Она вечно жалуется. Тем не менее, я готов признать, что валуны, горы и луны можно упрекнуть в некоторой бесчувственности. Порой мне кажется, что создавать думающую и чувствующую материю было большой ошибкой. Она вечно жалуется. Тем не менее, я готов признать, что валуны, горы и луны можно упрекнуть в некоторой бесчувственности. Мир кишмя кишит людьми, которые умеют пускать пыль в глаза и кажутся умней, чем есть на самом деле. Они просто сбивают нас с толку книжной мудростью, разными фактами и иностранными словечками. Чему учат в университетах? Тому, что нет людей смешных, глупых или злых. И очень зря. Чему учит проклятая жизнь? Тому, что города горят, а люди, неважно, глупые, смешные или злые, просто гибнут в огне. Жизнь – непростая штука, и мы все должны помочь друг другу пройти через это. Если уж человек стал писателем, значит, он взял на себя священную обязанность, что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям. Одно из самых главных последствий войны состоит в том, что люди в конце концов разочаровываются в героизме. Я собираюсь судиться с производителем Pall Mall. Мне 83. Я курю Pall Mall с 12 лет, и эти лживые негодяи давно обещают меня убить, о чем сообщают прямо на упаковке. Но я жив. Всем нам не мешало бы начать все сначала, предпочтительно с детского сада. В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать. Земляне всегда вели себя так, как будто с неба на них глядит громадный глаз, и как будто громадный глаз жаждет зрелищ. Слова прощания никогда не могут быть ошибкой. Я склонен представлять себе человеческие существа в виде больших лабораторных колб, внутри которых происходят бурные химические реакции. Как тесен мир, заметил я. Особенно тут, на кладбище. Жизнь и так трудная штука. Зачем же людям еще мучиться из-за каких-то денег? Тост за наших жен и любовниц.
Пусть они никогда не встречаются. Я потерял много друзей-писателей. Все они давали мне свои работы со словами «прочти и скажи, что думаешь». Ну я и говорил. Никогда не доверяй уцелевшим, пока не выяснишь, каким это образом они уцелели. Мы пришли в этот мир, чтобы наслаждаться ни хрена не деланием. Не слушайте никого, кто будет уверять, что наше предназначение в другом. Курт Воннегут. Цитаты и афоризмы. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.